Дзержинск – 1600 человек в октябре 1941 года. Столбцы – 1000 человек в июне, 3500 в июле-ноябре 1941. Несвеж – 1600 в октябре 1941, в июле 1942 – 1200. Копыль в марте 1942 – 3000 человек. Грозово и Грецк – это две деревни рядом, 1000 человек. Слуцк, октябрь 41-го, 11 700 человек. Махорты, 2000 человек в марте 42-го и в феврале 43-го 3000 человек из гетто Слуцкого. Уречье, 1000 человек в 42-43 году. Солигорский район в 3 деревнях более 2000 человек в 1941 году. Эти цифры относятся только к этой дороге. Накануне вечером я пришел домой, что надо уходить в лес. Мама меня не отпустила. Сказала, что будет с нами, то будет с тобой. Я думаю, мама надеялась на то, что фашисты не будут детей и женщин расстреливать. Моя старшая сестра вышла из дома к соседям зачем-то. Приходит, говорит, немцы, полицаи всех выгоняют из домов. Не прошло и 10 минут. Это было уже где-то, уже рассвело. 2 полицая заходят к нам. Одевайтесь, выходите из дома. Мы оделись, кто как мог. Я, мать, 4 сестры. Нас всех собрали в саду райисполкома. И была дана команда собираться только по 100 человек. Составили приблизительно 7 команд. Около 12 часов первые 100 человек вывели из сада райисполкома, и куда мы не знали. Я оказался где-то в 4-й сотне. Тех, которые выводили до нас, назад не возвращались. Мы все поняли, что это конец. Нас повели тоже. Впереди 2 немца и полицай. И сбоку по 2 полицая. И сзади 2 немца с собакой. Подходя ближе, мы увидели, что там стоят мотоциклы с немцами с пулеметом. За ними стоят полицаи, а за ними какая-то машина стоит. Нету танк, нету трактора. И мы, когда туда подошли, мы увидели щиты такие. И нас, эти 100 человек, 3 щита было, начали гнать, чтобы мы становились на эти щиты. А сзади мы уже заметили, была такая яма большая. В яме мы уже увидели, одним глазом было видно, что там лежат убитые. Но как их убивали, мы еще не знали. Мы еще не знали. Я дрожал. Было не то, что от холода, как-то трясло меня все. Но что я заметил, все люди, которые стояли, все евреи, которые стояли на этих щитах, у всех были белые лица. И, видимо, тогда же, у всех стали волосы тоже белые. Может, длилось это не больше 2 минут. Потом послышалась команда на немецком, трактор загудел. Я почувствовал момент
сильнейший удар в ноги. Все, и больше ничего не помню, что было дальше. Захотелось мне дышать, а дышать не могу. Захотелось двигать ногами, ноги не двигаются, руками тоже не двигается все. Но я понял, я живой. Я начал понемножку двигать руками, ногами, насколько мог. И когда немножко освободился, я смог выбраться чуть. И увидел, что все лежат убитые. Яма, в которой я лежал, была очень глубокая, но надо мной было еще 2 метра высота. Как же вылезть из этой ямы? Я начал подбирать мертвые тела, кого поменьше, кого мог подвинуть, и таскать руками и к стенке ямы. Так где-то, может, не меньше часа я подтаскивал тела, делал себе так ступени. И ступени я мертвое тело сделал где-то не меньше, чем на метр, я думаю, или 1,5. И руками взялся за край ямы, потянулся немного, выполз наверх. Несколько дней я прятался под печками то в нашем доме, то в соседних еврейских домах. Узнал, как был я убит и все остальные, только через 2 недели, когда я был в партизанском отряде, когда стало известно, что в Любани гетто ликвидировали электрическим током. Вот тогда мне стало понятно, что за танк, что этот трактор стоял слева, что, оказывается, это стоял генератор высокого напряжения. Как вы выжили? Что вас спасло? И они стали спрашивать, как ты был одет, и все. Я говорю, был одет в ботинках и галоши над ними. Он говорит, тогда все понятно. То, что ты был в галошах, это тебя спасло. Вы не боялись, что немцы узнают, что кто-то спасся, потому что вы оставили после себя такую трагическую лестницу из погибших? Я об этом даже не думал, потому что я знал, что когда нас собрали в саду райисполкома, гетто никого не осталось. Гетто никого не осталось, что все погибли. חורף 1941-42 היה קר במיוחד. במקומות רבים צנחה הטמפרטורה מתחת למינוס 40. בקרב על מוסקבה נחל הצבא הגרמני את התבוסה הראשונה מתחילת המלחמה. בשטחים הכבושים, כולל בלרוס, נמשך הרצח הטוטלי של יהודים.